«Hyvä huomenta». Это я так выпендриваю, что загуглил фразу на карельском, что означает «добрый день», «доброе утро». Мы в Карелии. Только здесь более 60 тысяч озер. Только здесь можно пойти загорать на берег и увидеть руки-базуки, которым 5000 лет. Только у Карелии Великобритания стырила свою форму острова. И только здесь я родился. Добро пожаловать ко мне домой. Всю Карелию мы в выпуске вам, конечно, не покажем, но прогуляться по Петрозаводску — это, пожалуйста, заодно найду какие-нибудь новые прикольные места для себя. Интересный факт. Петрозаводск — это единственный город в России, который был назван в честь Петра I. Те, кто думает, что Петербург был назван по этому же принципу, Google вам в помощь. Вообще в Карелии, в Петрозаводске, конечно, очень много таких классических туристических мест, но хочется найти что-то новое, необычное, где я сам не был, потому что я, слава богу, в классических местах побывать успел, хотя немногие могут этим похвастаться. Итак, сегодня мы побываем на ледяных горах, на палубе корабля, что прошел полмира, в ресторане с наскальной живописью, у онежского комара-трансформера и еще много-много где. Если у вас кто-то спросит, где Карелия, где она на карте, это непонятно, я вам отвечу: Карелия тут. Первое, самое главное место — это Онежская набережная. Она совмещает в себе еще функции главной романтической улицы города. Летом здесь тусуются музыканты, ходят влюбленные пары, здесь катаются на велосипедах, занимаются и бегают под открытым небом. Сколько здесь у меня было всего. И прогулки, и романтика, и всякая прочая медитация на озеро. Сейчас зима, здесь кайтинг, здесь замерзшее озеро и вот эта вся красота. Но кроме красоты, здесь есть еще и музейные экспонаты. Их подарили Петрозаводску города-побратимы со всего мира. Это место встречи. Подарок от города Мо и Рана, Норвегия. Около нее удобно назначать встречи, свидания, но никто так не делает. Кстати, если вы знаете, что значат эти буквы и цифры, напишите в комментариях, потому что я сам узнал год назад. Здесь есть и два мистических памятника. Можно потереть вот этот кошелек из Латвии, чтобы притянуть материальное благополучие. Или нашептать в ухо дереву желаний то, о чем мечтаешь. Хочу, чтобы Макс выспался и стал добрым оператором. Если вам по душе классические памятники, то вот, пожалуйста, Петр I. Если не считать Медного всадника, самый красивый его памятник. Субъективно. С этой скульптуры началась вообще история всей аллеи. Ее подарил скульптор из США, из Майами. И по задумке российские и американские рыбаки совместно закидывают сети в знак дружбы. Мистер Хаски. Здравствуйте, мистер. О, здравствуйте, мистер Хаски. А это волна дружбы из Финляндии. И, друзья, очень хочется, чтобы дружба росла вместе с этой волной, а не в обратную сторону. Это спящая красавица от французов, Ля Рошель. Ну, красавица, французам виднее. Мы в самом романтичном, на мой взгляд, месте города. Это конец набережной, и здесь отличная точка для просмотра закатов. Летом мы собираемся с друзьями, с какими-то абсолютно незнакомыми людьми, с велосипедистами, и все здесь общаются, все здесь знакомятся и просто кайфуют, отдыхают, глядя на закат. Я считаю, что это местечко обязательно нужно добавить в Кведо лично по моей рекомендации. Петрозаводск был основан вместе с Петербургом в 1703 году, так что эти ребята братья-близнецы, но один разросся, а другой остался компактным. А еще в Петрозаводске есть уникальный AR-маршрут. Ты можешь просто скачать приложуху и наводить ее на разные места и смотреть, что получится. Иван, Ванек, ты, кажется, стоишь в опасной зоне, отходи оттуда. Вы заказывали нам объект, чтобы как в «Звездных войнах» для съемок клипа вот этот большой робот, но с бюджетом 20 000 рублей, правильно? Да. Мы все сделали. Да, слов рассказать о Петрозаводске иногда не хватает. Для моих впечатлений есть это видео, а для всех остальных есть проверенный, рабочий, а главное очень емкий хэштег «Я люблю этот ваш Петрозаводск». Ну и, конечно же, мобильное приложение Кведо, как иначе.
Онежское озеро иногда называют морем, ведь оно очень большое. И тут, кстати, проходят парусные регаты, да и глубина здесь ой-ой-ой. Кстати, ой-ой-ой в моей системе величин это 120 метров. 120 метров, Карл! Когда начнется навигация, отсюда можно выйти в Белое море, в Балтийское, в Черное и дальше куда угодно. Этим отлично пользуются ребята из клуба «Полярный Одиссей». У них есть свой музей, там кроме быта моряков, разных экспонатов представлены еще исторические, точнее копии исторических парусников, и все в отличном состоянии. Давайте посмотрим. В плавание сейчас не пойти, но примерить форму моряка и научиться, например, вязать морские узлы, это здесь всегда пожалуйста. Погружаемся. Я нахожусь на дне, и здесь на меня оказывается огромное давление. Мы внутри музея, но теплее здесь вообще не стало. Алексей, расскажите нам про этот музей и расскажите, почему здесь нет отопления. Клуб уже на протяжении всех этих лет занимается возрождением, сохранением и развитием отечественной морской культуры. И за это время было возвращено из прошлого более 40 судов разного типа парусных. Это и кочи, и лодии, и струги, и фрегаты. И энтузиастам было интересно не просто построить корабль, а именно отправиться на нем в путешествие, как на машине времени. Морской клуб «Полярный Одиссей» — это не только музей-класс, это еще и верфь. Здесь можно заказать себе корабль, парусник разный. Самый дешевый обойдется примерно в 420 тысяч рублей. Это совсем такой маленький ботик. А древнерусскую ладью можно заказать за 3 миллиона. Ну, сейчас сказали, что даже уже дороже. Уже, да, что подросли. Мы видим здесь? Для кого была построена вот эта стильная, какая-то тоже средневековая ладья? Это представлена копия ботика Святой Николай. Это строят для того, чтобы наши экскурсанты могли ходить под парусом, знакомиться с голландской культурой судостроения и мореплавания. Полиспаст – это устройство известно было уже в III веке до нашей эры и активно использовалось как в старину, так и сейчас для подъема тяжелых якорей, грузов, рей с парусами. Система рычагов. Как мы будем поднимать сами себя? Проходим с этой стороны, вот отсюда. Продеваем ноги насквозь, как в детстве, на качели. Так, отлично. За что-нибудь можно? Можно. Так, вторую ногу. Стоим. Здесь мы не держимся. Не пытка никакая. Так, подтягиваем под себя. Так, чтобы было все удобно. Теперь беремся двумя руками, тянем вниз, и земля прощай. Давайте. Вот, поехали. Хочу такую домой, потому что я живу на 4-м этаже, а лифта у меня нет. Вы занимаетесь строительством именно таких, древних судов, реплик судов, а строятся ли здесь какие-то современные? Современные мы не строим. То есть все связано у вас с историей, с репликами. Мы внутри ангара, где строят небольшое судно. Вот так это выглядит. И я всегда подозревал, что деревянное судно, вроде чего там строить, это уже старые технологии. Но на самом деле, по ощущениям, сколько здесь всего, это делается сложнее, чем современный корабль. Я могу, с вами согласиться, потому что очень много нюансов. Нужно дерево изогнуть, отмочить, высушить, опять намочить, чтобы оно не треснуло. Сколько времени строится вот такой ботик? Мы планируем уже спустить на воду в мае месяце, обычно 3-4 месяца. Почему людям до сих пор интересно строить деревянные лодки? Ведь мы живем в век, когда есть пластик, 3D-принтеры, лодку можно напечатать быстрее, качественнее, и она будет интереснее, возможно, даже по своим свойствам. А в конце-то получается такой результат, который приносит удовольствие, ведь это же живой материал. Дерево, оно дышит. Но нагревается, тепло. И вот ощущение, находясь в пластиковой лодке, в которой сейчас, пожалуйста, их много, ее пластиковую лодку осенью поднял, помыл, убрал, все, заботиться о ней не надо. Она не гниет, она легкая, она служит там чуть ли не 30-40 лет. А любовь к дереву – это как в доме. Жить в кирпичном доме или в деревянном, ощущения же совершенно разные, так ведь? Сейчас в кругосветном плавании находится ладья, которая вышла из Петрозаводска 5 лет назад, в 2017 году. Она пересекла уже Европу, Канарские острова, Атлантический океан, оплыла Америку и сейчас находится на Аляске и планирует в этом году, возможно, вернуться через Северный морской путь. Но если ребята будут так спокойненько идти, то, скорее всего, вернется в 2024 году. Мы с вами находимся на борту поморской ладьи «Святитель Николай», где есть возможность почувствовать себя древним мореплавателем и опустить и поднять парус. Для этого вам необходимо скинуть вот эту петлю,
скидывать ее. Так, бухту Хоба. кидаем на палубу. А теперь развязываем цифру 8. Так, раздаем. Через руки опускаем трос, и у нас пойдет вниз парус. И откроется окно в мир романтики и приключений. Налево! Направо! Вообще очень сложная история. Я думал, что поворачивали штурвалом, ну или как-то одной рукой хотя бы. Здесь нужно вдвоем. Я думаю, что в шторм это было очень тяжело. Пойдемте внутрь искать бочки с ромом. Ну, давайте ром-тур по ладье. Начнем с самой важной комнаты на судне. Это туалет, который называется галюн. Гальюн. В шкафчике здесь находилось все самое необходимое для плавания, спа-жилеты, экипировка для нахождения на палубе, потому что солнечные деньки — это не самое частое явление в Карелии и вообще на море. Здесь стедикам для вашего самовара, потому что ладья же ходит под парусом, она может накреняться, соответственно, все здесь куда-то накреняется, а в таком столике ваш чай, ваша трапеза остается ровно на линии горизонта. И здесь, кстати, вот места, где спал экипаж, они небольшие, уютные, и видно, что там есть какие-то щели. Я думаю, что какая-то морская вода иногда могла долететь. Вы кто такие? Я вас не звал. Здесь даже был камин, чтобы экипаж мог обогреваться, и с помощью некоторых манипуляций и отверстий в полу здесь создавалась настоящая баня. Вода уходила, помещение нагревалось, пар заполнял это пространство, и можно было погреться и помыться в дальнем походе, штука очень полезная. Кампус – самое важное место на корабле после галюна, но эти вещи взаимосвязаны. Здесь видно много аутентичной посуды, систему подачи воды, она, понятно, что уже современная, печь газовая. Такой стильный чайник, весь черный, видно на нем много уже было приготовлено вкусного чая. В общем, все, что нужно для удобства. Конечно, не современный авианосец, но вполне себе пару недель и даже месяцев в длинном походе здесь можно было комфортно прожить. Мы в корме судна, здесь располагаются еще 8 спальных мест, и каждая каюта названа в честь города, ну и порта, в который заходили. Это Бремен, Котка, Финляндия, Бристоль и Любек. Ну не так страшно, как я думал. Я влез сюда в полный рост. Я 1,82 м с утра. Поэтому в целом было вполне комфортно. Я думаю, что когда качка, учитывая, что вы вообще ничего не видите, кроме доски в 20 сантиметрах от носа, укачивает тут конкретно. Пора на берег. Петрозаводск и вообще в Карелию многие, конечно, едут из-за природы, и это правильно. Мы тоже туда отправимся. Но я не готов любить природу на голодный желудок, вы меня поймите, пожалуйста, правильно. И Кведа меня тоже отлично понимает, поэтому порекомендовала мне покушать в ресторане северной кухни. Мы в каком-то страшном тайном помещении, у нас горит огонь, и вокруг нас петроглифы, но не настоящие. Ольга, расскажите, что такое петроглифы нашим зрителям? Я сразу сделаю небольшую пометочку. Настоящие петроглифы, если бы они здесь были, то это было бы преступление против исторической памяти, акт вандализма. Да, потому что все петроглифы на нашей земле выбиты именно на массиве гранита, по которому мы ходим. И петроглифы в переводе с древнегреческого «петра» – камень, глиф – резать. А наши петроглифы выбиты в эпоху неолита, в эпоху каменного века древним человеком. И это именно гравировка, именно выбивка. Около 4700 изображений. Они сосредоточены в двух локациях. Восточное побережье Онежского озера, ровно по одной широте с Петрозаводском, но на восточном берегу. И низовье реки Вык, впадающей в Белое море. Две локации, но абсолютно разные концепции.
Меня так на физкультуре заставляли сидеть у стенки. Это тоже первый физрук, первый педколледж. Да, такая планочка, да. А здесь два изображения, я бы сразу их рассматривала в паре. Я их так расположила. Это мужчина, тоже в такой же позе, но очень характерное мужское начало здесь прослеживается. Он сидит в туалете и читает газету. Нет, у него лук и стрела в руке. А вот эта женщина, тоже по понятным причинам. Древний человек совершенно не стеснялся никаких проявлений любви и достаточно часто изображал сцены любви. В народе этот петроглиф называется «Карельский Адам и Ева». Собака ждет, когда позовут, а хороший гость сам приходит. Так, ваше блюдо, позвольте. Что такое красивое? Называется оно «Первая руна», и я принесла вам к этому блюду необычную книгу, которая называется «Калевала». Давайте с вами откроем. Давайте. Первая руна у нас рассказывает о зарождении Матери Земли, о том, как все зародилось. По тексту волшебная утка сносит волшебные яйца, из которых зарождается Мать-Земля, вода, воздух. Если вы посмотрите на свою тарелочку, то вы увидите здесь ту самую, мы шутим, вяленую утку из калевала. После такого рассказа как-то немножко страшно даже дегустировать и боюсь что-нибудь нарушить. Давайте попробуем. Высокая карельская кухня. Так, что она говорила? Макнуть сюда. Вообще, вот я человек, который вырос в Петрозаводске и карельскую кухню дегустировал с самого детства, но я никогда не ел вяленую утку, я никогда не ел, наверное, вообще утку. Серьезные рестораны, у которых есть креатив и хорошие шеф-повара, могут эту кухню, с одной стороны, может быть, и простую, очень классно подать, чтобы люди, которые приезжали сюда из-за границы или из других регионов России, испытывали интерес к нашей кухне. Вот и супчик. Никто не должен узнать в моей семье, что я ем рыбу, а конкретно уху, где-то кроме дома. Уха. Вкусная уха. Так, это сливочная. Честно говоря, уху на сливках я люблю больше. Да, это мне нравится определенно. Это, конечно, тоже вкусно, но вот на сливках прям... Здесь мы стоим рядом со стеной, на которой большое количество лебедей, прямо целая эволюция лебедей. И встречали ли вы когда-нибудь рецепт в карельской кухне блюда из лебединого мяса? И я не встречала. Мне кажется, это потому, что лебедь всегда был тотемом для людей, которые живут на нашей земле. Они его чтили, уважали, любили и никогда не ели. Очень много здесь всего интересного, сложного и немножко пошлого, поэтому я предлагаю отправиться и попробовать что-нибудь выбить самому. Про петроглифы мы послушали, давайте попробуем их сделать своими руками. Ольга, я должен сейчас стать древним карелом, но не по уму, а по технике выбивания петроглифов. Карельские петроглифы выбивались на скале. Вот здесь у нас есть такие образчики этих карельских петроглифов. И их особенность в том, что полностью петроглиф выбивался и состоял из вот таких вот маленьких точечек. Для того, чтобы выбить петроглифы, использовались инструменты каменного века, да, точнее эпохи неолита. Сегодня мы используем для выбивки петроглифов вот такой инструмент. Он называется кирно, мужчины, наверное, его узнают. Ну и обычный стандартный молоток. Технология выбивки абсолютно простая. Есть инструмент, который будет пробивать точки в скале, есть молоток. И, есть палец, который надо не повредить. Палец надо не повредить, это естественно, да. И мы просто ставим кирно так, чтобы оно было практически перпендикулярно к камню, и начинаем выбивать. И именно эти точки будут формировать линию. Можно мне попробовать? Ради бога, присаживайтесь. Сейчас я буду выглядеть как человек-карел-сосед. Ставьте вот так вот кирно. Да, лучше на себя направлять. И со всей силы пробивайте точку. Один раз, да? Один удар.
четкий. И потихоньку переставляете, у вас будет получаться след. Это когда они придумали перфоратор и ремонт в пещерах, то карелы вот по утрам пакостили вот так вот. 9 утра, древняя Карелия, воскресенье. Для вас наш фирменный десерт. Называется десерт «Болотная кочка». Десерт со сложным вкусом. Мятный ганаш, белый шоколад, кислая нотка брусники, украшена сахарной ватой, морожкой и ягелем. Я полагаю, что нужно это есть как-то в правильном порядке. Давайте начнем с брусники. Вкус достаточно, правда, сложный, потому что вот то ощущение, знаете, когда вы что-то съели, а потом через 5-7 секунд к вам приходит какое-то насыщение. Кстати, насчет морожки, это, на мой взгляд, самое сложное в собирательстве в мире ягода. Ее собирают на болотах, она растет. Вообще не факт, что каждый год это болото, если это солнце, то это слепни, оводы, жара. И вообще просто сущий кошмар. Еще она настолько мягкая, что когда вы ее собираете руками, если чуть-чуть пережать, она превращается в кашу. И все, ягода пропадает. Поэтому она стоит очень дорого, и она очень целительная. В карельском такси нет тарифа «бизнес». И это правда. Но есть кое-что покруче. Тариф «подушка». Сейчас будет что-то прикольное. Мы находимся у большого космического аппарата. С нами есть Олег. Я задам все вопросы Олегу. Олег, мы сейчас поедем на озеро на каком-то аппарате. Что это? Насколько это безопасно? Поедем на Онежское озеро на судне на воздушной подушке. Даже не поедем, полетим. То есть на нем можно и по тонкому льду, и по толстому льду, По-любому. и по торосам. Осторожно. Хорошо, мы сейчас полетим вглубь Онежского гигантского озера. Там нам обещают какие-то гигантские горы льда. Возможно, чай, возможно, костер. И, возможно, мы вернемся до заката обратно. Погнали. Олег, сколько мы знакомы? Сколько тебе лет получается? 24. 19 лет. 19 лет. Мы вместе гоняли на рыбалку. Наверное, может больше. Да, то есть мы вместе гоняли на рыбалку, и тогда у Олега была другая страшная штука. Это машина с гигантскими колесами. Блин, у меня есть фотография палевная. Колеса были больше, чем я. Здесь начинает быть очень шумно, потому что мы начинаем взлетать. Не то, что я шучу, просто она по-другому не поворачивает. Онежское озеро — это как море. И по размеру 10 тысяч квадратных километров. И по опасности, и по требованию к судам, например. Вот у меня лодка большая и тяжелая. Вот она более-менее подходит для Онежского озера. То есть мне нравится яхтинг. Вот я как бы все время действительно провожу. Но история прикольная, потому что это безопасно. То есть это воздушная подушка, она может плавать. Она проглатывает большинство неровностей, то есть вы не скачете как на снегоходе или на машине. Соответственно, и никакие разломы вам не страшны. Куда мы заехали? Это остров Суйсарь. И на его части, на одной из сторон, трещина. Видимо, Прямо в острове, в скале. Прямо в острове, разлом. И получается, как река такая в острове. Это удобное место, можно укрыться от любого шторма. То есть летом здесь можно проплывать на лодке, как по Венецианскому каналу. Вот она, Карелия. Вот оно, мое Онежское озеро. Я провел на нем очень много времени. Я ездил на рыбалку, ездил просто кататься на лодке, был в гостях во всяких тайных избушках. И, знаете, оно дарует ощущение большой свободы, потому что мы называем его Онежское море. Границ практически не видно. Оно гигантское, оно красивое, оно очень помогает людям жить за счет того, что в нем водится много рыб. И я думаю, что Онежское озеро очень сильно повлияло на вообще культуру Карелии, на нашу душу. Я ж тоже карел. Потому что я всегда любил прийти к этому просторному озеру, посидеть и просто посмотреть, как будто это какой-то большой океан.
Вообще, учитывая, что мой главный страх — это страх высоты, идея ползти на маяк не кажется такой адекватной. Ну пойдем. Сказали, что там все в порядке. Квест! Мистер продюсер, можно дальше не лезть, пожалуйста? Выше, мало. Вот был я маленький, катался по этому озеру на лодках, на снегоходах. Ну а почему меня никто не водил на маяки? Очень романтичное место, здесь можно встретиться с девушкой, устроить свидание. Здесь можно, если, конечно, вы сюда доберетесь, если у вас есть своя воздушная подушка или очень сильные ноги и полное отсутствие чувства самосохранения. Кстати, сзади меня можно видеть тектонический озерный разлом, ну так называемый. Это место, где большие слои льда, как плиты на земле, сталкиваются и образуют ледяные горы, называются торосы. В целом это полностью повторяет то, что происходит на Земле, когда происходит землетрясение и когда образуются горы. Вот это вам ледяные Карельские горы. Обычно они небольшие, их можно переехать на машине, на снегоходе или на воздушной подушке. Но вы посмотрите, высота этих гор метров, наверное, 9-10. Надо найти какую-нибудь красивую льдинку и с ней сфоткаться. Жаль, что снега опять же навалило. Тут все было в таких прекрасных льдинах. Народ сюда пригонял, катался на коньках, фоткался. Но мы тоже можем часть посмотреть. Все, можно пить чаечек, можно есть калиточки. У нас здесь есть шеф-повар. Для того, чтобы делать вкусный чай, нужно добыть качественную воду. И не забывать про первое правило лыжника. Не есть желтый снег. И не кататься на сноуборде. С чем должны быть калитки максимально традиционные? Потому что калитки продают уже с Ржаная брусникой. мука, или пшено, или картофель. То есть пшено, картофель, вот это Да. трушные калитки. Да. Креветки, солями, брусника и все остальное. Это И экзотика. карельским бальзамом Это- сверху. Вот так. это маркетинг. Я думаю, что, конечно, любая пища в такой прогулке будет вкусной, но вот это прям как положено. Вообще нет слов. Мы приехали в деревню Кинерма. Это недалеко от Петрозаводска, 1,5 часа езды, чтобы погрузиться в максимально глубокую Карелию. Здесь все очень аутентично. Самые старые дома в Карелии, до 250 лет. Здесь люди живут по старому укладу, максимально стараются это делать. Здесь туристов приглашают только по предварительной записи, чтобы не распугать местных жителей, а самому старому жителю 90 лет. Пойдемте пообщаемся, и я думаю, что нас здесь точно угостят калитками. Многие приезжают сюда, туристы, и думают, что это специально построена какая-то эко-деревня, чтобы, так сказать, показать быт карел. Давайте разоблачим этот миф. Это миф на самом деле, потому что наша деревня 526 лет. Она стоит здесь очень давно. Дома у нас, конечно, самые старые 265. Бани самые старые 122 года по-черному. Вот. И дома у нас все частные, наследственной собственности, передаются с поколения в поколение. То есть люди, которые здесь живут, а их 12 Нет, человек. у нас живет 12 человек, но домов-то больше, домов 15. И просто хозяева этих домов когда-то здесь родились и выросли, но, сами понимаете, в 60-е, 70-е годы они все старались в деревню уехать. Многие живут в Петрозаводске, где-то в других местах. И сегодня они приезжают в свои родовые дома, летом используют их как дачи. Наша задача — сохранить именно планировку деревни и дома. Знаете, Архитектурно, в первую очередь. Да, архитектурно в первую очередь, потому что это, можно сказать, одна из последних таких карельских деревень. Потому что, когда приезжали специалисты-архитекторы из Финляндии, они были шокированы тем, что большой комплекс сохранился. В Финляндии таких комплексов нет вообще уже. Ну, там отдельные дома, отдельные усадьбы, а у нас 15 домов, часовня старинная в центре, бани по-черному. Да, единственное, что у нас не сохранились, это амбары и риги для зерна. Мы в самом старом здании в этой деревне, но можно не сказать, что оно самое старое в Карелии. Нет, в Карелии оно не самая старая. Есть старшие часовни и дома, но в нашей деревне оно самая старая. На постройке 1755 год.
наша часовенка. Вот это наша главная икона Дигитрия Смоленская, в честь которой названа наша часовня. Сегодня у нас копия нашей иконы. До того, как ее забрали в музей, она была здесь около 300 лет в деревне. Ну, уже 50 лет в музее, поэтому 350 лет назад она появилась. И наша икона была единственная чудотворная икона во всей Волынской губернии. То есть для нас это наша святыня. Мы ее очень любим, и часовню, и икону. И я считаю, что именно икона и часовня хранят нашу деревню. То есть если их не станет, то и деревня не станет. То есть вообще разводится. То есть вот это наше самое любимое святое место. Корейский дом большой, но всего 1/3 занимает жилое помещение, где 2 комнаты, дом 5 стенок. И дом 5 стенок к нам пришел с Великого Новгорода, когда на Великий Новгород крестил корел православия. Да? То есть большая комната Перти называется, маленькая называется Горничью за стенкой. И это только эти 2 помещения утеплялись, засыпались полы, потолки, ставились печки. Дома у нас стоят без фундамента, поэтому печки у нас стоят на полу тоже без фундамента. Это как бы комната большая, рабочая. Тут и готовили, ели, мастерили, рукодельничали. Да? И горница, когда появилась, она стала такой светелкой, комната почище. Там тоже своя печка, у нас в каждой комнате по печке стоит. И за печкой в горнице спали родители, муж с женой, хозяева. Ну, то есть такая... Вот какая большая семья не была, зимой должна была уместиться в этих 2 комнатах. Потому что вся остальная часть, все коридоры, хлева и сараи, все холодные. Я ранее уже еще в школе бывал в старых карельских домах, но здесь это выглядит все максимально естественно. То есть это не где-то внутри Петрозаводска есть дом, который вот так собрали, и люди там рассказывают, как жили карелы. А это настоящая деревня. Здесь уже 300 лет живут люди, и вот жили они вот так, со совсем небольшими изменениями, чуть-чуть электричества, чуть-чуть воды. Но в целом дух карелов здесь чувствуется больше всего. Вот с Павлом познакомьтесь, поговорите. В Кинерме мы живем 2,5 года. До этого у нас был 10-летний испытательный срок, чтобы здесь поселиться. А звучит страшно. Что за испытательный срок? Ну, дело в том, что мы хотели сюда переехать еще 13 лет назад, но 13 лет назад здесь мы не смогли себе найти жилище, чтобы купить его. И мы поселились в соседнем Ведлозере, в 5 километрах отсюда. Вот, и 10 лет вот нам заняло, чтобы сюда приехать. Я думал, это Надежда сказала. Так, 10 лет живете рядом, я наблюдаю, все в порядке, переезжаю. Ну, примерно так и получилось. Почему вам интересно жить в деревне в 2023 году? Ну, во-первых, я вырос в сельской местности. То есть для меня это не новый стиль жизни. Вот. Во-вторых, я в городе пожил в подростковом возрасте и во взрослом уже возрасте тоже пожил, и мне это как-то не понравилось. Вот. Мне просто хотелось вернуться в деревню. Правда, в Карелии вот в такой красоте я никогда до этого не жил, но вот поэтому мы сюда так и стремились. Ну, а с другой точки зрения, я не знаю, не думаю, что это уж такое исключение. Сейчас очень много людей пытаются вот даже уехать из города куда-то ближе к природе, для некоторых это называется, да. Кто-то целенаправленно уезжает прям в глухую деревню, пробовать свои силы. Люди в первом поколении, молодежь, у которых есть силы что-то пробовать, да. И сейчас таких людей достаточно много. Люди ищут чего-то настоящего, не только там чистую еду, там, а каких-то настоящих человеческих взаимоотношений, что в городе сейчас, мне кажется, это становится какой-то редкостью. Вот так, эпично я поднимаюсь сквозь снег на гору Нишкач. Ну, скорее даже скалу. Гор в Карелии немного. Летом здесь смотрят закаты. Но сейчас ни лета, ни заката. Но доверьтесь мне, пожалуйста, они существуют. Вот и все. Вот и закончилась наша небольшая поездка по Карелии. Петрозаводск открывается по-новому. Каждый раз. Я хотел привезти отсюда фотографии, показать его своим друзьям, показать вам. И я не знаю, насколько мне это удалось. Впечатления каждый раз разные. Вы это сами видели на моем примере.
потому что я вроде бы был практически везде, но какие-то новые места открываются вновь и вновь. И спасибо приложению КВД за это. Своим маршрутом я, конечно же, поделюсь. Сюда я, конечно же, обязательно вернусь, чтобы этот маршрут сделать еще лучше, еще интереснее и, возможно, снова показать вам. Онежская набережная. Подарки от городов-побратимов. Клуб «Полярный Одиссей». Ресторан «Северная кухня» и музей в Карелии есть. Ледяное сафари по Онежскому озеру. Этническая деревня Кинерма и гора Нишкач. Я вас, ребят, заждался, пока вы выпуск смотрели. В общем, ответ такой. Это формула карельского леса. 4 сосны, 3 ели, 2 березы и 1 осина. Соответственно, буквы сделаны из этого дерева. Все, теперь выключайте.